Гуруджи, скажите, пожалуйста, вот уже неоднократно освещался вопрос традиционных и нетрадиционных направлений в йоге и в других восточных дисциплинах. И вот, в частности, часто вот возникает такой спорный вопрос насчет мантр. Какое значение они имеют в йоге и, в частности, йогинатхов? Нужно, не нужно их читать? Большой вопрос, но мы не будем эту тему растягивать на несколько часов. В действительности, если вы посмотрите интернет, почитаете наш форум, ну вообще ресурсы наши в интернете, не только наши, англоязычные, и поедете в Индию и начнете беседовать с саду, с практикующими йогинами, ну и с самими индийцами, то есть вы увидите, что мантрам они, как правило, уделяют наибольшее внимание данной теме. В действительности мантры играют значительную роль в практике. Ну, во-первых, потому что мантра связана со звуком, с звуковой вибрацией, а звук это самый тонкий из всех материальных элементов. И поэтому сознание легче погружается в более тонкое, то есть оно как бы легче переходит на более высокий уровень. Естественно. Да, когда мы сосредоточимся конкретно на мантрах. Мантра в переводе означает ман, это ум, сознание, и тра. Тра есть такой перевод, как защита, освобождение, много смыслов. Если так вот суммировать в целом, то мантра это средство для направления ума в более чистое русло. То есть это не просто, когда мы концентрируемся на каком-то вот там базаре, да, то есть бла-бла-бла, о чем-то там говорим, да. Нет, здесь как бы под мантрой подразумевается то, что это или текст какой-то, или, значит, какие-то могут быть, значит, слоги, по слогам он там состоит, то есть имеющие какой-то сакральный смысл. И в данном случае, то есть ум направляется к более высокому источнику. И концентрируясь на более высоком источнике, ум очищается. То есть мантра, она защищает, очищает, возвышает ум, освобождает его от зависимости более низших каких-то состояний. То есть это дает чистое знание. То есть это вот как бы можно так вот обозначить основные ориентиры, для чего необходима мантра. И мы можем, допустим, заниматься какой-то йогой, там, какими-то асанами, пранаямами. Это все тоже очень важно, но практикуя такую не совсем традиционную хатха-йогу, мы можем просто бессознательно увлечься какими-то второстепенными целями и уйти от высших ориентиров йоги. Поэтому мантры они играют большую роль для того, чтобы йога поднималась на более традиционный, более высокий уровень. Даже если вы посмотрите во многих текстах хатха-йоги, в пранаямах говорится, что высшие формы пранаямы это сагарбха пранаямы, то есть те, где используются биджа-мантры. То есть мы одновременно регулируем свое дыхание и сознание посредством мантр. То есть одновременно мы это не разделяем. Вот. Поэтому хатха-йога тоже в себя включает в той или иной степени мантры. Вот. Но мы, если мы посредством хатха-йоги учимся регулировать свою жизненную энергию, в конечном счете мы приходим к пониманию того, что нам нужно регулировать свое сознание. Без чистоты, проникновенности, глубины сознания
хатха-йога тоже теряет смысл, она превращается просто в гимнастику. То есть речь о равновесии идет лишь в том случае, когда равновесие достигается на всех уровнях проявления нашего существа. Да. И сознания, энергии, и совершенно любых физических проявлений. Совершенно верно. Просто большинство людей, они не знакомы со всеми текстами, которые существуют на хинди, санскрите, где описаны практики йоги. То есть большинство западных людей, они ориентируются только на хатха-йога Прадипе, потом Шива Самхиту. И то даже там есть мантры, но люди их, вот те, которые делают йогу, их просто вырезают, как будто вот этого и нет вообще. То есть как бы стереотипность восприятия и какие-то личные предпочтения, получается, вытесняет общую картину, где равновесие идет, опять же, как об общем равновесии сознания, энергии, тела. Совершенно верно, да. То есть это такая распространенная тенденция на Западе, в России. И часто просто вот люди, которые подвержены вот этому такой новомодной йоге, они просто так прочно сидят вот под вот этим влиянием, что они спрашивают, а где же практика? То есть удобство в простом где же там... и в понятном получается. Да, да. То есть у них практика, они говорят, там... Дайте мне больше практик для тела, дайте больше практик для дыхания. Да, они это называют даже работой. Вот какой-то работой, то есть, что должно вот длиться какое-то время. То есть слово работа, оно как подразумевает какую-то длительную деятельность, а не то, что вот так вот раз, и ты перешел в какое-то состояние. То есть мы уже вот в своей западной среде пытаемся как бы создать массу каких-то наслоений на традиционные виды практик, и при этом как бы еще вырезаем, удаляем то, что не способны адаптировать под нынешнюю среду. Вот. Но с одной стороны, как бы такую форму йоги, ее легче преподнести людям, с другой стороны, это начинает создавать массу каких-то вопросов, каких-то споров на тему того, кто является практиком, кто является теоретиком, философом, вот, какая йога там опасная для здоровья, какая безопасная. Ну, это йога больше с акцентом психологии, это йога больше для тела. Это да, вот дайте нам практику. Вот дайте, вот Бикрам-йога это практика, а вот там... Это что-то с философией. Да, то есть какие-то осмысления, избавляться от каких-то ограничений своего сознания, от каких-то своих стандартных рефлекторных тенденций, да, то есть вот это люди очень как бы не любят, и то есть они реально упрощают путь йоги. Говорят, что да, это больше для похода к психологу, а йога это практика. Да, и зачастую с ними бывает очень нелегко общаться, потому что фактически я общаюсь даже уже не с человеком, а вот со всей той сферой влияния, которой он подвержен. С набором представлений. Мне нужно даже не с конкретным человеком общаться, а просто вытаскивать его в совершенно новое какое-то духовное пространство. Это бывает очень нелегко, поэтому нужно, чтобы люди больше задавали вопросы, интересовались новым. Как говорил один мой гуру в Индии, он говорил, что запомни, что истина, она всегда в новом. И хотелось бы, чтобы люди интересовались все новым и новым. Но не по горизонтали лишь, а еще и по вертикали новое. Чтобы... И так, и так. Хорошо. В разных Спасибо, ракурсах. Гуруджи. Да. Спасибо.